Так, всем привет. Сегодня у меня рекордный вес за последние 20 лет. Смотрим. 74, да? Но это еще телефон, кстати, в руках. Он тоже грамм 200 весит. Туда, наверное, 73, если телефон убрать. Сейчас попробую, кстати, убрать телефон. Да, ребята, сейчас убирал телефон, положил на стол, паузу сделал. 73 без телефона. Блин, а как же так сделать? Ну, короче, ладно, пусть будет 74, считаем. Когда я уже чая, только что чашку выпил только что. Наверное, ну, в общем, вот такой вот вес. За последние 20 лет. А то и больше. С 94 года где-то, 5-го. С 95 года это рекордный мой вес. Меньше я не весил. Я офигел, Валера. Всем привет. Решил я, короче, начать ходить на айкидо. Вот уже примеряю кимоно, пока брата нет. Вот такой, видите, мой размерчик. Но это не так, это чуть-чуть не то. Короче, ну вообще видео не об этом. Я на телефон сегодня снимаю. Решил, что-то на телефон под руку попался. Сначала снял вес. Вообще, видео о другом. Айкидо это само собой. Видео про то, как я похудел. Сейчас я буду вам рассказывать. Потому что много вопросов, многие там пишут. Там, типа, думают, бухалка, там, я помню, писали. Добухался, там, похудел. Нет, это совсем не с этим связано. Совершенно. Потому что, когда я раньше, я тоже бухаю не первый раз и не первый год. Когда я пил, я наоборот поправлялся, опухал. Ну, это моя такая специфика. Потому что ты пьешь, жрешь. Вот мы, допустим, даже вот помню, в Винический мы тоже было такое, что мы пили. Так у меня такое пузо было. Вот такое вот. Вот такое. Потому что я пил пиво всякие. Потом жрал. Значит, смотрим, раздеваюсь, смотрим фигуру. Потом я попробую найти фотографии, каким я был. Потому что я все время периодически так в зеркало фотографировался. Значит, вот. Сейчас я не знаю, как оно там в зеркале передастся. Так буду в стороне держать. Не знаю. Так вот, кстати. Чуть-чуть начал качать. Пару дней покачал. Пресс. Вот еще. Вот тут еще жира, короче. Я думаю, что сейчас 74. Я думаю, еще 4 килограмма как минимум надо сбрасывать, чтобы кубики. Я хочу мой вообще цель моя. Я хочу кубики, чтобы здесь были у меня. Прикиньте, да? 48-летний. Кстати, мне 48 лет. Чтобы кто спрашивал там. Ноги похудели. Весил я 24 февраля этого года 95. Наколебался 97, 95, 93. Туда 2 килограмма, туда, но в среднем всегда 95 было. Кто-то в комментарии написал. Ну, не кто-то, я знаю кто просто. Тот, кто написал, тот знает. Я хотел ответить, что типа все, не все сразу, не все в первый день. Что там себя показывать, вот. Вот. Короче, как-то так. Сейчас 74 килограмма. Сейчас потом расскажу я вам. Вот примерно так я выгляжу сейчас в трусах, в боксерках. Вот, если так чуть-чуть напрячь, ну, если так напрячь, да, когда вот покачаешь пресс, вот получается, что я закрываю. Получается, вот так оно должно быть. Когда я буду качать, оно все так подтянется. Будет вот такая вот, ну, опять же, надо чуть руки подкачивать. В общем, получается 20 килограмм, как минимум, ну, да, 20, 100%, ну, 20 до 21. А если брать от 97, то еще больше, блин, чем 20. В общем, вот такая вот история. Так что, вот, так может. Еще раз. Я сам на себя не могу смотреть, я не могу, знаете, как тяжело привыкнуть. Лицо вообще, блин, ой, сейчас лицо, блин, невозможно смотреть. Я не могу привыкнуть, я еще и постригся. Вообще, короче,
Одни уши, короче, торчат. Мне уши никогда не торчат. Вот если так вот пресс, когда будет качаться, оно так чуть будет в тонусе держаться все время. Кстати, планка тоже помогает. Кто-то спрашивал, я попробовал, планка вообще тема. Короче, рассказываю, уже деваться не буду, раз уже пошло такая пьянка, буду зреть на дрыща. Я в ахере себя. Знаете, телефон, фотоаппарат, камера, экшн-камера, она не передает. Посмотрите на этого дрыща. Вот это на заставку надо сделать. Это же ужас. Вообще. Друзья, не могу к себе привыкнуть. Приветик всем, я вас всех обожаю. Спасибо, что вы пишете. Не удивляйтесь с этого худого хлопца. Ну, я честно, я мечтал очень. Это, конечно, все совпадение, все так совпало. Столько совпадений, столько всего, блин, произошло, изменений в жизни. Я сейчас вам скажу. Я с 12 года. В 12 году будут фотки, я сейчас понахожу, я буду вставлять фотки. В 12 году я поправлялся, начал первый раз. Похудение было за год, мы похудели тогда, надо было жестко, были большие изменения, там и по здоровью, меня и зрение посадило, и все. Тогда что-то у нас как-то все это очень сложно. За год целый я шел к этому, и то даже больше года, да, в сентябре я еле-еле на 75 сбил для спортсоревнований. У меня было 77, и я переставал, короче, вообще там есть, хотел, чтобы на соревнованиях 75 хотя бы быть. Я был 75, тренировался каждый день, бегал. Там, блин, я не знаю, фигачил как... Да что ж, это невозможно, это вообще бессмертный какой-то. Короче, и я помню, это очень тяжело тогда давалось. Хотя я тоже начинал с такого же веса, тоже 95. И целый год, и я же говорю, и в конце, я помню, очень там, я даже ходил в Ялте потом на соревнования, это Ялте соревнования были, там могут тоже стать даже мой прыжок, как я там выглядел, можете посмотреть, это 75 килограмм, я помню, я ходил, у меня голова кружилась, сознание мне было плохо, потому что не ел специально, чтобы эти 2 килограмма добросить. Сейчас 74, меньше, чем тогда в Ялте. Вот так вот. Буквально сантиметра полтора. Заступил, Валер. Сколько заступов? Так же самое. Точно так же, да? Ну все, прощаемся до следующего. Значит, смотрите, тогда мы, я же говорю, тренировались, но мы ели как бы, в принципе, как ели, так питались, так и питались. Не, ну хотя нет, мы тогда носили на гречки, на пророщенные, тоже мало ели. Почти тоже. Ну, сейчас. Смотрите, первое, что... Тогда я, кстати, не отказывался от сахара. Тогда я пил кофе с сахаром постоянно, но курили сигареты. Потом мы бросили, потом в каком-то году, через несколько лет, я продержал этот вес там, до 80, чем я колебался, 75-80 там я держал, зимой там 80 было. А потом мы бросили курить, сигареты такие начали электронки, а там совсем другая, и как попер весу у нас. Я буду говорить у нас, потому что было и так, у нас было. Ну, не знаю, говорить у меня, у нас. Просто у нас было как-то все одинаково. И похудели одинаково, и поправились одинаково потом, когда курить бросили. И все, и опять меня постепенно и вернулось на 90, и вот это пошло. И потом я несколько лет опять держался, вот уже вот до 2022 года, где-то с 2019-2017, несколько лет, это вот 93, 90, ну, летом меньше, зимой больше, там, если пили, там, летом пиво, как говорится, то поправлялся, я набирал от алкоголя. Вот кто писал от алкоголя, я от алкоголя никогда не худел, никогда. Я, наоборот, от алкоголя все время поправлялся. Я всегда меня раздувало, такие такой вот я был. А далее, что произошло далее? А далее, первое, сейчас я начал пить чай без сахара. Все без сахара, вообще никаких
сладостей вообще. Это очень редко, раз в недельку там одну какую-то пироженку съесть. Вот сегодня съел булочку за целый день, потому что больше ничего не было, был в гостях там. И получилось, я ничего не ел, меня угостили кофе, мой булочка. И я съел вот это все. Сейчас 18:35, я больше ничего не ел за целый день. Ну, чай пил утром, кофе сегодня целый день пил. Ну, с сахаром, кстати. Кофе было с сахаром, сегодня сахар был. Первое, отказался от сахара. Второе, отказался от мучного. Точнее, от сладостей всех вообще. Никакого хлеба вообще. Макароны почти тоже редко. Иногда. Ну, хотя не, макароны ем. Но хлеба вообще никакого. Далее, что появилось? Курить начал. Это тоже, мне кажется, влияет. Сигареты. Война началась, курить, пить начали. Тренировок никаких. И, в общем-то, и все. Ну и ем. И ем очень вообще. И перестал есть. Много. Ну, очень. Вот именно питаюсь, знаете, как вот чтобы просто утолить, как говорится, жажду, утолить голод. Не нажраться. Вот я еще вот за все время почти ни разу так не было, чтобы я наелся, знаете, там от пуза, чтобы так аж, было пару раз, может быть, переедал, потому что сейчас, видно, желудок вообще сохся, но это все равно это намного меньше, чем я ел был раньше. Вот вообще вся история. В принципе, все очень просто. Вот и все. Все, друзья, все просто. Не есть никакого сладкого. Ну, опять же, курение, я не знаю. Я знаю, курение, в принципе, мне кажется, влияет как-то. Но оно, наверное, влияет на то, что оно голод перебивает. Ты куришь, ты не хочешь есть. Наверное, так. По-другому, не знаю, как может по-другому. Вот такая вот история. Все очень просто. Вот там и такой дрыщ получился. Короче, следим далее. Я хочу до 70 дойти. Да, вы сейчас будете писать, куда, ужас, кошмар, посмотри на себя. Но я всегда мечтал. Я просто хочу. Мне все равно, как я выгляжу. Я дальше буду уже над собой работать. Я все похудею, а потом я уже, когда я буду кушать, у меня это углеводы, которые я буду есть там, они будут уже превращаться не в жир, я буду качаться, и они будут превращаться уже в мышцы. Вот так. Я буду наращивать, она будет расти, только уже будет расти не жир. Жир я сейчас хочу сжечь. Вот у меня на животе остался еще жир. Тут уже я вижу, вот чтобы на животе было вот так вот, как вот на руке. Вот чтобы шкурку можно было вот так взять и потянуть, короче. Вот так вот. Вот я хочу, чтобы на животе вот так было. Вот так. Чтобы можно было взять вот так. Или хотя бы как здесь, вот типа. Хотя бы вот такой слой. Потому что тут вот именно это самое последнее, что уходит. Это низ живота. Тут уже, конечно, тоже почти ничего нет. Но так и все. Да, это может быть по-дебильному, это как больной выглядишь, это как алкаш, как какой-то рахитос. Может быть. Не спорю. Но чуть-чуть надо будет тренироваться, и тогда форма будет. Когда будут формы, появятся какие-то там крылья, бицепсы чуть-чуть, там кубики. В общем-то и все. Но зато легко, хорошо, чувствуешь себя мальчиком, на побегушках. Вот так вот. Я понимаю вас, понимаю. Сам смотрю на себя, не могу привыкнуть. Это такое дело. Но это очень классно. Это намного мне, допустим, лучше, чем как я ходил жирный, с таким этим подбородком. Не знаю, я иду, допустим, по улице, мне как-то приятно идти. Я чувствую себя каким-то нормальным, или пузатым каким-то Боровым, знаете. Каждому свое, каждому, понятно, полные будут. Не знаю, в принципе. Я всегда считал так. Полные хотят похудеть, худые хотят поправиться. Я был поправившийся, 95. У меня рост 1,78 м, знаете, как утром выше, ниже, там вечером. Было так раньше, не знаю. С возрастом люди меньше становятся ростом, я не знаю, не мерился уже давно. Был мой рост 78-80. Я должен весить в лучшем случае, просто как человек, как не спортсмен, как мужчина, 80 килограмм, да. Но если я буду 70, это будет круто, конечно. Это да, худовато будет. Ничего, привыкнем. Это 48. Я 74-го года рождения, еще раз тоже спрашивали. Все интересовались моим возрастом. Мне, получается, в этом году, не хочу говорить сколько, сами посчитайте. 74-го года рождения, 48 лет. 50 мне еще нет, но все равно, понимаете, почти под 50.
и без лишнего жира, это ж крутяк. Ну это да, на ручки качать надо, грудь надо качать, надо, короче, заниматься, чтобы чуть-чуть появились какие-то формы, потому что сейчас я просто как худой дрыщ. Вот такая история. Из видео телефоном кашу глазами, смотрю на себя, а надо смотреть в камеру. Все, друзья, всех люблю, обожаю. Смотрите сами, решать вам. Сказал простые истины, ничего особенного, я же говорю. Просто сладкого чай, кофе, все без сахара. Никакого мучного, никакого хлеба вообще не ем. Никаких булочек, никаких сладостей, ни конфет, ни шоколадок, ни пирожен. И вообще питаешься просто очень-очень мало. Так вот, знаете, как вот так взял, вот так вот, чтобы поместилось. Там съел, там, яйцо съел, и все, это завтрак. В обед съел еще одно яйцо. Вечером покушал там 2 ложки макарон даже можно, и 1 котлетку, к примеру. Вот и вся еда на целый день. Такие дела. Все. Всех обожаю, люблю, молюсь за вас. Вы за меня. Спасибо, что вы со мной. Не знаю, как там у меня канал этот, куда он идет, я не знаю. Ну, надеюсь, рано или поздно где-то выстрелить, может, мы прорвемся. Хотелось бы, конечно. Но будем делать свое дело, а время покажет. Я, в принципе, может, заслуживаю что-нибудь, чего-нибудь, подписчиков себе много и много просмотров. Хотя, я понимаю, у меня не сильно такие интересные видео, но чтобы интересно, нужно что-то делать, искать. Буду искать, буду стараться. Сейчас все равно, пока в себя прихожу, до сих пор не могу найти свой путь, как говорится. Найти, как устаканилось, чтобы все. У меня все равно все еще бурлит, все как-то в таком я состоянии сейчас. Не могу никак встать на рельсы, напрямую и поехать. Пока так метаюсь из угла в угол. Сейчас в поисках друзей, всех их нахожу, общаюсь, налаживаю контакты. Для чего? Для того, чтобы друзья — это самое лучшее, что может быть в жизни. Вот вы у меня друзья. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это факт. Это истина неоспоримая. Это с этим не поспоришь. Это уже все. Я это понимаю сейчас. Я без друзей прожил 16 лет. Можно говорить 17. Еще я все время 16 говорю. Мне не хочется говорить много. Я вообще бы сказал бы меньше. Но я просто не верю. 17 лет. Как? Как будто это вчера было. Реально. Поэтому я это понял. Я мучился без друзей. Я жил... Все было хорошо, но вот без друзей я как-то маялся тоже. С друзьями, ну это кайф. Каждый день с новыми, с одними, с другими. Все классные люди. У меня друзей плохих нет. У меня все хорошие друзья, как в Ютубе, так и в жизни. Ну, постепенно. Ну, не все хотят, конечно, сниматься, понятное дело. Ну, я буду просто рассказывать, кто не хочет. Не все хотят, чтобы на них смотрели. Так что, еще разочек. О, вот так может тут быть лучше. Ну, вот так примерно. Не знаю, кто там говорил, дряхлый живот или еще что-то. Еще пока не... Ну, вот еще, кстати, тут лишнее. Да, тут еще лишнего, блин. Вот видите, куда еще? Тут еще полно всего лишнего. А так, если все, да, вообще, да, вверх худой. Все, всем пока. Обнимаю. Ваш Валера Forever. Давайте, покеда. Валера. Валера. Я тоже Валера. Я теж Валера. Я тоже Валера. Та я ж не Валера. И я ж не Валера. Валера. Офигеть. Валера, нам стало свое время. Че? Да не, ничего, я угораю.